Привет, друзья! В этом видео я расскажу вам о комплексном подходе к лечению гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, или сокращенно ГЭРБ. Изучив и структурировав общедоступную информацию об этом заболевании, я сформулировала 10 основных шагов. Итак, поехали! Первый шаг. Отказ от вредных привычек и веществ, снижающих тонус нижнего пищеводного сфинктера. Их немало, но я назову лишь некоторые. Это алкоголь, кофеин, мята перечня и никотин, который стимулирует зоны головного мозга, отвечающие за выработку соляной кислоты. Отказаться нужно от слова совсем, ни на неделю, ни на месяц. Просто берем и вычеркиваем их из нашей жизни. Второй шаг – это снижение веса. Значимым доказанным фактором риска ГЭРБ является висцеральное ожирение. Есть исследование, что снижение массы тела на 10% снижает выраженность изжоги и отрыжки, а снижение индекса массы тела на 5 пунктов позволяет снизить дозу или вовсе отказаться от приема ингибиторов протонной помпы. Для снижения веса я рекомендую осуществлять физическую активность, например, ежедневную ходьбу от 10 тысяч шагов, и ограничить калории. Посмотрите на свой кулак. Вот таким по объему должен быть разовый прием пищи, который нужно принимать с ровными временными интервалами 5-7 раз в день. Третий шаг – нормализация вегетативного баланса, устранение тревожности и хронического стресса. Существует множество исследований, что хронический стресс является самым частым фактором риска ГЭРБ. Парасимпатическая нервная система регулирует пищеварительные процессы, поэтому так важно есть медленно, в спокойной атмосфере, без гаджетов и телевизоров, тщательно пережевывая еду и наслаждаясь процессом. Именно тревожность лежит в основе рефлюксов не только кислых, но и желчных. Снять повышенную тревожность помогают медитации, йога-нидра, некоторые дыхательные техники, прогулки, а также массаж и теплая ванна. Четвертый шаг – устранение бактерий Helicobacter pylori, которые обладают токсичным действием на эпителий желудка, стимулирует процессы воспаления, усиливает секрецию соляной кислоты. Антибактериальная схема при лечении Helicobacter pylori очень серьезная и может негативно сказаться на организме. Лично я рекомендую употреблять с пищей сок брокколи и микрозелень брокколи, так как содержащийся в них сульфорафан обладает бактериостатическим действием против Helicobacter pylori. Один стакан свежевыжатого сока брокколи в день в течение месяца сравним с трехнедельным приемом антибиотиков. К сожалению, исследований на эту тему не так много, поэтому гарантировать стопроцентный результат пока нельзя. Могу только сказать, что сама регулярно употребляю сок брокколи, и результаты анализа у меня всегда в пределах нормы. Пятый шаг – нормализация моторики желудочно-кишечного тракта. При недостаточной замыкательной функции сфинктера между желудком и двенадцатиперстной кишкой и при повышении давления в двенадцатиперстной кишке происходит заброс содержимого из двенадцатиперстной кишки в желудок. Нарушается направление движения пищи по пищеварительной системе. В обратном направлении она двигается. На моем YouTube-канале есть видео упражнения при ГЭРБ. В этом видео есть упражнения для нормализации моторики желудочно-кишечного тракта. Ссылки будут в описании к данному видео. Шестой шаг – устранение факторов повышенного внутрибрюшного давления, которые чаще всего связаны с газообразованием в кишечнике и запорами. Этот шаг требует отдельного рассмотрения. Кратко могу сказать, что для устранения лучше вести дневник питания, чтобы исключить те продукты, на которые кишечник реагирует негативно. Необходимо исключить продукты, способствующие воспалительным процессам. Глютен, молочные продукты, быстрые рафинированные сахара, лектины, подсластители, все кофеинсодержащие продукты и алкоголь. Рекомендую сдать анализ на микробиоту по Осипову, чтобы выявить, есть ли патогенная микрофлора. При ее наличии необходимо провести лечение. Также важно улучшать моторную функцию, которая тормозится неверным питанием, гиподинамией и инфекциями. Не выполняйте упражнения с натуживанием, например, упражнения на пресс, повышающие внутрибрюшное давление. Также необходимо восстановить корректное движение дыхательных и тазовых диафрагм, мышц живота и убрать высокий мышечный тонус. Еще один диагноз, который вызывает вздутие, это синдром избыточного бактериального роста. Во всех случаях эффективна FODMAP-диета. Об этом я расскажу в отдельном видео. Седьмой шаг – устранение сутулой осанки и улучшение мобильности позвоночника.
При сутулости нарушается брюшное дыхание, которое как массаж улучшает кровообращение, подвижность и функцию органов брюшной полости. Сутулость может провоцировать изжогу, запоры и даже грыжи. От позвоночника к органам отходят нервные каналы, по которым передаются импульсы в обе стороны. Соответственно, проблемы с позвоночным столбом могут отразиться на работе связанных с ним систем. Поэтому так важно правильно двигаться, выполнять упражнения в 3 плоскостях, чтобы улучшать кровообращение во всех сегментах позвоночника, а значит и иннервацию внутренних органов. На моем канале есть множество упражнений для здоровья позвоночника и красивой осанки. 8 шаг – восстановление работы диафрагмы. Правая ножка диафрагмы – это один из самых важных элементов механизма поддержания тонуса нижнего пищеводного сфинктера. У диафрагмы выделяют 2 так называемые ножки, которые отходят от сухожильного центра назад и крепятся к поясничным позвонкам. И можно сказать, что они как бы дублируют сфинктер. Большая часть волокон диафрагмы крепится к ребрам. Ножки диафрагмы напрягаются, если человек испытывает рвотный рефлекс, но пытается сдержаться. Для того, чтобы укрепить правую ножку диафрагмы, нужно делать специальные упражнения. Они есть на моем канале. Ссылки будут в описании к данному видео. Начните практику с диафрагмального дыхания и постепенно увеличивайте нагрузку. 9 шаг – нормализация текучести желчи. Не пропускайте завтрак. Завтрак должен быть сытным и содержать жиры. За 20 минут до еды выпивайте глотками стакан теплой воды. Обязательно в рационе должны присутствовать жиры и клетчатка. Пейте 2,5-3 литра чистой воды в сутки. Только не заливайте в себя большими дозами, чтобы не повышать внутрибрюшное давление. Дополнительно можно употреблять лецитин подсолнечника, если нет камней и песка, а также экстракт артишока. И 10 шаг – восстановить кислотность желудка. Если кислоты в желудке недостаточно, то пищеводный сфинктер фиксирует, что кислоты мало и не закрывается. Происходит заброс. При недостаточной кислотности желудочного сока пища плохо переваривается и в таком виде поступает в кишечник, что приводит к газообразованию и таким образом к повышенному внутрибрюшному давлению. Кислотность повышает продукты, содержащие витамин С и цинк. Таким образом, если кислотность понижена, ее нужно повысить. Для этого можно пить теплую воду, подкисленную лимоном, или воду с яблочным уксусом. Также подойдет настой шиповника. После консультации со специалистом в нужной дозировке добавляйте повышающие кислотность препараты. Однако учтите, что при язвах и эрозиях употреблять кислые напитки нельзя. Друзья, я рассказала вам о наиболее действенных мерах по лечению ГЭРБ. Но помните, что каждый организм индивидуален и требует особого подхода. Прислушайтесь к нему, ведите здоровый образ жизни и не переживайте из-за пустяков. С вами была ваша Джулия Лайт. До встречи в новых видео.